Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, максимальный позитив вам в хату, максимальный позитив и побудет, блин, я не знаю, ёбана хата, поломані двери. Итак, у нас сегодня самый прекраснейший день, а это у нас лето, воскресенье. Сегодня у нас уже 27 число, и у нас скоро заседание ставки ФРС. Вернее, заседание ФРС, и они будут решать, какая у них будет ставка. Вот так вот, если правильно сказать. А то сейчас опять хейтеры начнут тут где-то тут налазить на канал, бля. Итак, эфириум 1%, биток 0,5%. Ну, в принципе, что? Коррекция у нас состоялась, все у нас нормально. Ничего здесь страшного не произошло. Конечно же, был некий отток капитала с портфеля. Ну, примерно, если так уточнить, то 10%, 5%, наверное, портфель скорректировался на этой коррекции. Я думаю, что сильнейшей глубокой коррекции уже не будет. У нас будет дальше продолжение роста. И сейчас просто-напросто очень интересно и модно смотреть, как некоторые... Вернее, не модно смотреть, а модно вообще не иметь эфириум у себя в портфеле, а иметь какие-то там догикоины, как говорят некоторые блогеры, что я не буду тыкать пальцами, потому как не хочу, конечно же, кого-то обсуждать, и так он меня уже забанили там. Рафаэль Слёса тоже забанил меня в чате у себя, хоть и говорил, что я банить не буду. Если там аналитику делаешь какую-то, делай аналитику, все хорошо, типа. Сделал, короче говоря, аналитику, что у нас там произошло на рынке. Никого не хейтил, ничего. Просто высказал свое мнение по рынку. Раз, нормально, все прошло. Второй раз, бах, уже смотрю, я в бане. Мой, конечно же, последний аккаунт они забанили, ну и фиг с ними. Пускай себе там сидят, что хотят, то и делают. Итак, сейчас модно у нас не иметь эфириум, а иметь какие-то другие активы у нас, ну там, например, Dogecoin или еще что-то. Но я думаю, что нет. Эфириум нужно иметь. И эфириум я застейкал, уже неоднократно говорил, и эфириум буду сбрасывать в биток, когда он достигнет своих пиковых значений. У нас сейчас просто жара неможливая, асфальт репает, горобцы хекают. Это просто капец. Итак, по поводу эфириума. Застейкал я эфириум. Думаю, что на протяжении 6 месяцев у нас торговая пара покажет такое вот движение. Эфир относительно биткоина вырастет как минимум, может быть такое, что на 100-150%. И здесь я уже эфириум буду переливать в сам биткоин. Те средства, которые мне начислят награды за стейкинг, я буду их удерживать для того, чтобы откупить уже биткоин на самой медвежке, когда биткоин уже будет относительно эфириума очень дорогой, и это будет где-то примерно там в 2026 году. Медвежка у нас будет по-любому. Как бы это ни хотелось слышать, по-любому у нас будет медвежка, и она нам нужна для того, чтобы навеять панику, чтобы лишних пассажиров побрить, скинуть это все дело, чтобы всех выбрали, лонгистов выбрали. И, конечно же, крупный игрок закупился. В том числе и мы будем сидеть на хвосте у крупного игрока и будем закупаться сугубо битком. Вот что, потому как даже этот цикл уже показал, что альта просто это мусорная помойка. Если взять 17 и 21 год, еще альткоины нормально так двигались за битком, в этом цикле полная раскорреляция, полнейшая. То медвежка нам здесь по-любому нужна. Хотя бы было бы прикольно увидеть цену биткоина 45 тысяч долларов, но, наверное, может такое, что и не дадут такой цены, потому как я предполагаю, что цена биткоина у нас будет в диапазоне 170-180 тысяч долларов. Итак, на недельке у нас здесь появился сигнал Hash Ribbons. Я вот включил был график, он был, сейчас он в принципе пропал. На недельке, ну вот мы видим то, что его сейчас нету пока что. Ну буквально с утра, как только я загружал компьютер, настраивал все, здесь он появился. Это хорошо, я думаю, что сегодня закончится у нас воскресенье, на недельке здесь появится сигнал Hash Ribbons.
закрепится на недельке. Это мы увидим только в следующую среду. Нам нужно здесь закрепление на недельке хэшрибанса и, можно сказать, to the moon. To the moon, такой, как у нас был, допустим, в марте, в мае 2025 года. То, что альт-сезона сейчас нет, не нужно волноваться, потому как, по всей видимости, цена биткоина не достигла своих пиковых значений. По выхлопу у нас уже сломлена некая закономерность, потому как если учитывать то, что с каждым циклом уменьшение идет выхлопа по проценту роста биткоина, то в этом цикле мы уже это все дело закономерность сломали. В этом цикле у нас пик биткоина должен был быть где-то примерно в диапазоне 85-86 тысяч долларов. Но мы сломали эту цикличность, и сейчас на данный момент биток пробил свою трендовую линию, которая берет свое начало еще с 2017 года. Вот мы ее пробили. И по всей видимости у нас вот эта вся зона за весь этот период времени будет огромной зоной накопления и поддержки. Вот что. И по всей видимости крупный игрок затарился конкретно битком. И то, что там сейчас рассказывают, что его там покупают всякие институционалы, там фонды, по всей видимости, они тарили его очень давно, а только сейчас рассказывают. Ну, это немножко напоминает нам, как, знаете, допустим, богатые люди, например, они как делают? Но если он поехал там в какое-то путешествие, видео он вылаживает там через месяц, через два, чтобы там желтая пресса, например, не налетела на то место, где он был там. Или чтобы там не ограбили его, например. Вот, мало ли там. Чтобы он ни с кем там не пересекался с недоброжелателями. Вот так вот. И по всей видимости фонды, институционалы, они накапливали биткоин, начиная с 2017 года, вот здесь вот. И, конечно же, здесь некоторые есть случайные пассажиры, ну, например, такие как CZ, который накопил свои битки до 2017 года. И он тоже получается в той самой лодке вместе с этими крупными игроками. Ну, то, что они имеют, например, биток у себя, это ничего такого страшного нет, потому как они являются самыми главными манипуляторами, и у них есть, по всей видимости, цель сделать 4-летние циклы, эти качели, и на этих качелях зарабатывать. Но я думаю, что нам тоже удастся посидеть у них на хвосте и что-то заработать. Конечно же, я не отрицаю то, что большинство участников набито большое количество скамовозок, скама разного портфеля. Но придет время, мы его скинем и больше покупать, по всей видимости, не будем. Итак, биток у нас выглядит все у нас здесь по бычьи. Есть сигнал хэшрибанса, вот он, мы его неоднократно рассматривали, и это очень хорошо, то, что появился здесь сигнал. Я каждый день наблюдал за этим гребаным хэшрибансом, начиная буквально с июня месяца. Мы с вами вместе наблюдали, вплоть до того, что мы рассматривали 30-минутку, чтобы он появился, этот гребаный сигнал. Вот был сигнал у нас буквально позавчера, в 3 часа ночи. Дали сигнал, это хорошо, на 30-минутке. На дневке мы видим уже конкретное закрепление, потому как у нас прошло уже несколько дней, а если быть поточнее, 2 дня прошло. Есть вот на дневке закрепление, теперь нам желательно увидеть его на недельке. Ну вот на недельке он видно, есть, но он немножко там пропадает. Неделька закончится, я думаю, что он все равно здесь появится, и это очень хорошо. Что касательно дневки, смотрим дальше. Интересный момент. Биток у нас выглядит по бычьи, не исключаю то, что у нас может быть еще пролив до 112 тысяч долларов. И смотрим. P-Cycle Top, опять же, смотрим. 2 дня, P-Cycle Top тянется вверх. Уже на данный момент P-Cycle Top находится в диапазоне, нижняя скользяшка 103 700. 103 700, здесь у нас было пару дней тому назад 103 121 доллар, 103 700, все у нас шикарно, все у нас по красоте. P-Cycle Top работает, продолжает все у нас работать, и верхняя скользяшка по P-Cycle Top у нас находится в диапазоне 178, по всей видимости вершина по биткоину где-то будет вот здесь вот. И эта вершина у нас будет вот здесь вот, и
запустят они здесь все-таки альт-сезон. Потому как доминация биткоина у нас потихоньку начнет опускаться, по всей видимости, и там будет у нас альт-сезон. Что у нас по доминации биткоина? На недельке выглядим неплохо. Свеча волчок с огромнейшим фитилем вверху. Это говорит о том, что доминация продолжает слабеть. На дневке у нас все это дело вот так вот выглядит. Полное здесь практически поглощение вот этого вот импульса. Я, в принципе, предполагаю, что мы здесь задержимся. Мы можем здесь задержаться даже на несколько недель. Мы можем, конечно же, между вот этими двумя блоками здесь конкретно распилить. Сейчас большое количество лонгистов у нас на рынке опять засело. И здесь будут выбривать маржинальщиков. Потому как, смотрите, какие, опять же, ликвидации. Ликвидация. Лонгистов выбрали, сейчас шортистов выбрали. Будут они все это дело мурыжить. Конкретно ликвидировать будут всех. Нужно быть очень бдительным и соблюдать риск money management. Обязательно стопы. Если вы, допустим, зашли в сделку и там выделяете 3% на риск, стопы не нужно передвигать, потому как, ликвидирует просто-напросто ваш деп и все. Лучше всего пусть выбьет по стопу и потом перезайти в другую сделку, чем чтобы выбривала ваш полностью депозит. Что у нас по комментариям? Вижу большое количество благодарности есть, но норм и не такая скомовозка. Так, пусть говорят, очень жду это на миксе. Синяя точка — это ведь сигнал для покупки биткоина. Да, это сигнал на покупку биткоина. По таким ценам ее точно покупать не хочется, но если для рынка это хороший знак, то я, конечно, рад. Портфель плюс 12%. Продолжаю ждать. В принципе, это хорошо. Смотри, если ты, конечно же, торгуешь, допустим, от лонга на фьючах, то это хороший знак, что можно потихоньку, например, лонговать. Запас хода у нас есть еще, как минимум 60%, да, как минимум 50-60%. Здесь можно от лонга торговать на битке, сугубо на битке. Вот. Если ты накапливаешь биткоин, допустим, твоя зона накопления, как некоторые люди, вот, например, со мной надо созваниваться, вот у него зона накопления примерно 92 тысячи долларов. Он накапливает в этом диапазоне. Это тоже хорошо. Потому как если мы сюда дойдем, можно будет скинуть биткоин, перезайти на медвежки. Вот. Если у нас пик будет где-то примерно 180 тысяч долларов, мы можем представить, где у нас будет, конечно же, медвежка. Если мы накинем фибо, давайте мы накинем фибо на этот цикл и посмотрим, что у нас произойдет. В пределах нормы ли мы торгуемся или нет. Да что ж такое, будильники везде. Берем фибо, смотрим. Оп, оп. Смотрите, у нас, в принципе, в пределах нормы все получается. Хоть даже у нас и сломлена структура по поводу выхлопа, но 618 уровень — это 98 тысяч долларов. Мы его достигли. Есть второй уровень — 150 тысяч долларов. И есть третий уровень — это диапазон 200 тысяч долларов. Мы, в принципе, можем даже сходить на 200 тысяч долларов в этом цикле. Вот здесь где-то может быть вершина. 170, 108, 200 тысяч долларов. Конечно же, я могу ошибаться, потому как я, например, предполагал, что у нас пик этого бычьего цикла будет в диапазоне 100-120 тысяч долларов. И дальше развернут все это дело. Но мы видим обратное. Мы видим то, что у нас Hash Ribbons продолжает давать сигналы. P-Cycle Top дальше двигаются скользяшки выше. И по всей видимости крупный игрок хочет максимально накачать биткоин. Потому как, мы видим уже цену 120 тысяч долларов, а капитализация крипторынка, что у нас тут получается? 4 триллиона долларов. Но это никакущий будет альт-сезон. И нам, по всей видимости, нужно накачивать крипторынок в диапазон 6 триллионов долларов. Да, как бы это не хотелось бы слышать, но 6 триллионов долларов нам нужно накачивать крипторынок. И это очень хорошо. Это очень хорошо, потому как мы, в принципе, сможем с вами увидеть хорошую раскачку альткоинов в этот момент. Вот что.
Это будет очень хорошо. Посмотрим, понаблюдаем. По времени у нас еще есть. Это конец 2025 года. Вот у нас ноябрь, вплоть до декабря, вплоть до января 2026 года. По времени еще есть. Мы видим то, что Stock2Flow нам показывает метрика, что мы не в желтой зоне. Вот если была бы у нас такая вот окраска, да, мы паниковали. Сейчас смотрите, ну реально коричневая. Даже желтой окраски нет. Даже нету желтой окраски. А желтая окраска это эйфория. Все. Сидим, не рыпаемся, ждем. Если у нас цена биткоина где-то в диапазоне 170 тысяч долларов, то мы можем в принципе прикинуть то, что мы будем дальше опускаться примерно на диапазон 80, ну 786 уровень, не знаю, 54 тысячи долларов. Ну, может быть так, что мы опустимся туда на 54 тысячи долларов, на медвежке. И медвежка это у нас, ну, вот смотрите, 76%. Но я думаю, что мы достигнем, ну, где-то пускай уровня 47 тысяч долларов. Даже средней точки входа, вот, допустим, 94 тысячи долларов. Если мы сюда опустимся, то, конечно же, можно было бы здесь бы перезайти в биток. Но есть интересный момент. Могут, конечно же, многие опять аналитики облажаться. Мы с вами можем увидеть рост сюда на 180 тысяч долларов. Средняя точка входа, допустим, 90, ты здесь распродаешь. А крупный игрок дальше не опускает биток ниже, чем 90 тысяч долларов. А здесь примерно останавливается все это дело. И если ты покупал по 90, продавал по 180 и хочешь купить намного ниже, чем свои точки входа, то может быть такое, что ты даже в дальнейшем не купишь биткоин дешевле, чем 90 тысяч долларов. Потому как здесь у нас и ETF есть, институционалы, как это было в 2017 году. Здесь была интересная манипуляция, и я ее неоднократно рассказывал и высказывал свое мнение. Хамаха, вы все прекрасно знаете Хамаху, они, в принципе, предполагали, что пик по биткоину вот здесь вот был поставлен. Если даже натянуть Фибо с 13 по 17 цикл, вот смотрите, пик биткоина, да, второй уровень по Фибоначчи, 618, а здесь у нас третий уровень. Но цикл 2017 года сломал полностью закономерность по Фибоначчи, и биток улетел намного выше. Вы себе представьте, они предполагали, что здесь вот пик по рынку. Но так как Хамаха, допустим, трейдер был, то есть, конечно же, инвесторы. Они вот здесь вот распродались. Дальше смотрят вот такой вот импульс. Просто такой огроменный импульс. И откат. Вот здесь остановилось все, да? Вот здесь вот продали биток в диапазоне 2000 долларов, а биток остановился в диапазоне 6900. Какое у людей фома? Что они потеряли свои битки вот здесь вот. А закупиться вот здесь вот не могут, потому как нужно покупать в 3 раза дорого. И это было, по всей видимости, сделано не просто так. Это было для того, чтобы скинули лишних пассажиров с битка. В дальнейшем, даже если ты здесь и прикупил, то продавили рынок сюда вот. После того, когда биток скорректировался на 68%, и ты здесь, если случайным образом закупился, то ты ловишь коррекцию 50%. Вы себе представляете, какая здесь была у людей фома коррекция 50%. Тут как раз Лео Сатоши зашел в рынок. Вот здесь вот. И он поймал был тоже коррекцию. И эта коррекция длилась до момента восстановления 200 дней. Это было просто мучительно. Практически год ты был в просадке на 50% по портфелю. Это было просто мучительно. Здесь был очень огромный негативный новостной фон. Вот. Но в дальнейшем все равно, если ты даже здесь купил биток, то ты покупал намного дороже, чем ты его вот здесь вот продавал. Здесь нужно было еще рынку скорректироваться примерно на 48%. Вот. И если ты где-то здесь вышел с битка в диапазоне 2000 долларов, то тут тебе уже нужно было покупать биток в диапазоне 4000 долларов. 4000 долларов. Вот. Как крупный игрок, интересно, сломал здесь цикличность всю. По Фибоначчи все он здесь сломал. Высадил разных ненужных пассажиров.
потому как многие потеряли точки входа туда-сюда. Вот аналогичная ситуация может быть и здесь произойти. В принципе, если держите биток, если вам удалось где-то прикупить, я знаю, там 1-2 битка вот здесь вот, я бы, например, его держал бы, не продавал бы. Уйти с битком на медвежку, это не так страшно, и ничего здесь такого нету, потому как биток не скаманет. Если он соскамится, то соскамится весь крипторынок. Кто бы что-то там бы вам не говорил, биток будет 0 или еще что-то. Все в этом рынке относительно биткоина. Почему нет, допустим, торговых пар там Starknet, там Starknet, Polkadot? Потому как это шлак альткоины. А биток, Polkadot, биток Atom, биток там DOT, биток там Starknet, все эти есть пары, все относительно битка в этом рынке крутится. Биток эфириум. У нас есть только вот эфириум, BNB и биткоин. 3 актива, у которых есть эти торговые пары. Ну, понятно, что BNB не заменит биток. Эфириум под вопросом, это альткоин считается. Если даже эфириум заменит биток, то, это рынок потом будет какого-то бреда. Потом уже может и эфириум заменить, и BNB может заменить биток, да? Нет, биток ничего не заменит на этом рынке. Если вам удалось где-то прикупить там биток, пускай там по 20 тысяч долларов, просто сидите в нем. Когда-то он будет стоить 1 миллион долларов. И если, допустим, у нас вот цикл, мы с вами рассматривали, получается там 180, да, мы опустимся, среднее значение там 72, да, мы можем уже построить фибо на следующий цикл. Вот если у нас, допустим, будет коррекция с текущих на 72 тысячи долларов, то в следующем цикле мы с вами сможем увидеть биткоин в диапазоне $500 000 долларов. Вот здесь уже можно было бы тогда скинуть бы биток. Вот здесь будет $500 000 долларов. И это будет где-то примерно в 2023 году. Вот так вот. Вот это вот будет цена биткоина на следующий цикл. Потому как мы уже можем строить фибо, мы уже примерно видим, где будет пик по биткоину, примерно где будет медвежка и примерно где будет пик бычьего рынка в следующем цикле. $500 000 долларов это уже досягаемая цена для биткоина. И это нормально. Не в этом, конечно, цикле, но в следующем точно может быть. Может, конечно же, в этом цикле будет $500 000 долларов, я не знаю, это так уже мало верится, потому как просто будет сильнейший памп с диапазона 15 тысяч долларов на $500 000 уходим, это что-то невероятное. А вот в следующем цикле, да, мы можем увидеть $500 000 долларов. В принципе, вот так вот. Также просили посмотреть Fartcoin. В принципе, что здесь у нас? 1,5 миллиарда долларов капитализация, 1 миллиард 350. Есть у нас здесь вестинг. Здесь у нас все разблокированные монетки. Fartcoin. С камина это или не с камина? В принципе, что? Здесь уже график конкретный. И рост тоже у нас конкретный. Кто на росте, конечно же, залетел, не очень хорошо. Вообще, сейчас на данный момент у нас вот этот вот блок зоной поддержки будет выступать. Неплохо он, конечно же, отстрелил. Январь 25 год и улетели намного выше. С текущих у нас уже получается 88% роста. Это у нас график на Coinbase. Я не знаю полную историю фарткоина, есть ли где-то полная история. Bitstamp, посмотреть на Bitstamp, тоже здесь у нас рост получается. В принципе, неплохо он выглядит. Правда, на росте такой вот покупать. Если есть, конечно же, где-то какие-то прибыля, по-любому нужно сбрасывать, забирать хотя бы вложенные средства, по-любому. Потому как, чтобы не было потом плачевненько ничего. Вот средняя точка, как раз вот этот вот блок. Здесь вот не проторговали большое количество актива. И если даже вот натянуть фибо посмотреть, то у нас первый уровень по Фибоначчи вот достигнут. После коррекции,
вот у нас, допустим, раз, коррекция, смотрите, 0,5 уровень достигнутый. Коррекция уже здесь практически состоялась. Если у нас идет по форткоину бычка, то здесь как раз уровень интересной покупки. Можно здесь вот покупать в надежде то, что форткоин, если даже будет валиться вниз, то у нас данный блок выступит блоком поддержки. Если мы не пробиваем этот блок вниз, то бычка у нас будет по форткоину вверх. И тут у нас второй уровень по FIBO, это был диапазон примерно 2 долларов, так? 2 доллара, вот, да, 2 доллара. В принципе, 2 бакса можно дождаться. Но с текущих брать для того, чтобы увидеть здесь 2 икса, ну, я не вижу смысла, даже 58%. А вот если удерживать с донышка где-то, если удалось прикупить, то тут у нас будет 124%. Ну и так как это альткоин, мы можем, конечно же, достигнуть там диапазона там 4-5 долларов. Это у нас будет 400% роста. Многие, конечно же, подумают, да, заради 400%, ну такой у нас цикл. Нету этих колоссальнейших иксов, 100, 200, 1000 иксов. Нету их. Мало ли, может быть такое, что будет эйфория, и форткоин улетит выше. Также, Starknet. 476 миллионов долларов капитализация. Капитализация потихоньку сдувается у нас здесь. Что мы видим? Самое минимальное значение было 350 миллионов капитализация. Starknet у меня есть. Я его держу. Посмотрим, что с ним получится. Здесь мы видим то, что волатильность падает. Это хорошо. Это у нас просто хорошо. Вестинг разблокировано. 596 ну, 596 еще дней для полных разблокировок. Иксов так нам и не показывают, кто имеет какие иксы. Биржи, понятно, что все торгуются. Биржи, тут у нас 9, 100, 50, 75, 30, 12, 6. Примерно 200. Ну, я думаю, что здесь уже есть 2-3 икса как минимум. Как минимум 2-3 икса есть у инвесторов. Не с точек входа, а с анализа того, что сколько они вложили сюда бабла. 150 миллионов, 207, 225, 260, 275, ну практически 300 миллионов долларов. Ну практически 2 икса, я думаю, что есть. Что мы видим интересно на графике? Интересно, на графике мы видим то, что здесь торгуют боты. Начали торговать боты. Это очень хорошо. Крупный игрок отбирает данный шлак. Шлака актив он уже начинает потихоньку отбирать. Мы его неоднократно разбирали, этот Starknet. Очень большое количество видео я снял по нему. Тянули мы здесь вот лонг. Флажка ликвиднула на $1 миллион на вот этом вот лонге. Он зашел. Кто не в курсе дела, флажок это у нас... один из участников криптосообщества. У нас есть свое криптосообщество в телеграм-канале. Человек летом в июне 2024 года пришел на канал, говорит, я зашел в лонг в диапазоне 1,5 бакса. Я думаю, ну зашел в лонг и зашел. Он говорит, зашел в лонг на 300 тысяч долларов. У меня там просто и челюсть отпала. У меня просто сразу отпала челюсть. Говорит, помоги, что мне делать? Ну, я говорю, что я, конечно же, тебе могу что-то подсказать, помочь, ну, хотя бы морально высказать. Деп я тебе, конечно же, не докину ничего. Он говорит, ну, у меня есть бабки, я докину. Он занимается майнингом. Закинул он туда 7 битков в обеспечение лонга данного. И, короче говоря, все это дело усредняли, тянули. Вот здесь вот он уже вышел в плюс, небольшой. Практически в ноль он вышел. Вот здесь вот он усреднял. Тут тоже он докупил, обеспечил лонг в 7 битков. И на вот этом вот проливе, который у нас состоялся 3 февраля, мы прекрасно знаем, что у нас была за манипуляция. Январь 25 год, вот февраль, вот здесь вот была манипуляция. Starknet обновил свои лои и его ликвиднуло. Здесь он лонг не прикрыл, он говорит, что сыграла у него жадность, и он не закрыл лонг. Это плохо. По Starknet мы большое количество видосов снимали, но я думаю, что Starknet может быть такой, что отрисует такой цикл, как отрисовала монетка ОМ. Он может в этом цикле ничего не показать, может показать только на следующий цикл, но может даже и в этом цикле что-то покажет. У меня самого есть Starknet, я его держу. Если здесь будет импульс вверх, я его продам.
Если будет импульс вверх, я его продам. Если даже у нас портфель покажет какой-то движ, хорошее движение, я тоже Starknet продам. Что по графику? Если мы посмотрим на 15-минутку, вот. Ну, хэш-риббанс у нас тоже вот сигнал есть. Хэш-риббанс у нас в основном на курс биткоина влияет. Его не нужно применять на альткоины, потому как это ошибка. Вот, вот смотрите график. Это у нас боты. Это боты. По всей видимости, отбирают эту скамовозку и они проторговывают. Здесь есть сетка. Данную сетку у нас торгуют в основном боты. Мы видим то, что в таком вот канале у нас ходят цены. Это все боты. Сколько у нас здесь волатильность получается? 1,5–2%. Люди здесь расторговать ничего не могут, а боты расторговывают. Если здесь подключена ботовая торговля, значит у нас в дальнейшем будет какое-то движение по Старкнету. Нужно просто-напросто длительный период времени для того, чтобы Starknet расторговался. Давайте-ка мы посмотрим его на Binance. Starknet, вот он. Потому как на TradingView там что-то может показать не так, как нам хочется. На Binance нужно ожидать. И я считаю, что этот диапазон, по всей видимости, донышко по Старкнету. Если здесь подключили ботовую торговлю, здесь нужно потихоньку усреднять свои позиции. Вот, смотрите, как интересно получается. Здесь нужно усреднять свои позиции. Как бы это ни хотелось бы, как бы не звучало бы глупым, то все равно нужно усреднять, потому как, чтобы выйти как можно быстрее из нижней точки входа. Смотрите, это все боты. Смотрите, какой разорванный график. Это все боты. Боты. Это очень хорошо. Значит, кто-то здесь заинтересованный, кто-то здесь набирает свои позиции, проторговывает это все дело. Человек так не проторгует. Это все у нас ботовая торговля. Вводят туда-сюда. Я думаю, что с Starknet все будет хорошо, и нужно по возможности опускать свою точку входа. У меня, конечно же, тоже точка входа не очень высокая. Я подожду, может быть такое, что некоторый альткоин какой-то покажет какое-то движение, как только у нас начнется альт-сезон. И если что, какую-то часть прибыли перелью в Starknet для того, чтобы снизить точку входа. Здесь торгуют боты, это очень хорошо. Само собой, сейчас у нас здесь налипают лонгисты, и они могут немножко продавить Starknet. Допустим, мы будем здесь ходить в этом боковике несколько месяцев, и они могут обновить лой. Вот так вот. Но здесь нужно на спот. Брать на спот и опустить свою, допустим, точку входа 75 центов, ну хотя бы в диапазон там 36. Так? Тогда ты уже при небольшом движении вверх, а это у нас будет здесь движение порядка 187%, у тебя уже будут развязанные руки, ты сможешь выскочить с этого скама. В принципе, вот так вот. Ну, это сейчас выглядит скамом, а как только начнет расти, то уже будет выглядеть не скамом. Итак, ну что, у нас в принципе все нормально, бычка у нас продолжается, она продолжается по биткоину, альткоины, конечно же, потихоньку корректируются, но я думаю, что ничего страшного у нас там такого не произошло. Конечно же, был рынок перегрет, нужно было это все дело скинуть. Если у вас есть биток, держите его крепко. Конечно же, если вы хотите перезайти, то имейте в виду, что есть риски. У вас может дальше не получится перезайти в биток. Ниже там где-то, где вы ожидаете, может произойти манипуляция, как было в 2017 году. Если вы просто поспекулировать, можно скинуть биток и забыть про это как про страшный сон. Но с точки зрения инвестиций в долгую, это хорошая идея держать биток. Вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Ибо просто, от вас требуется минимальное. Лайк, подписка, комментарий. Высказать свое мнение в комментах. И это будет очень позитивно даже почитать ваш коммент. Всем пока, до связи и мирного неба.